Добрый день. Добрый день. Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы вместе с Аброром покажем все циклы строительных работ, связанных с конкретно этим каркасным домом. Подошел к заключительным этапам процесс строительства уютного компактного дома в Юрмале. И это отличный пример для того, чтобы показать и рассказать вам все этапы и детали строительства такого дома. В данном случае это будет небольшой дом, такой более летний. Тем не менее, дом имеет полноценное утепление и комфортабельно в нем будет остаться даже в зимнее время с подходящим типом отопления. К данному моменту мы произвели все панели. На заводе есть все части этого дома в разобранном состоянии. Это стены, пол, крыша, внутренние стены, окна. И уже сюда, на готовый фундамент, на объект были доставлены половые панели. Это первая, скажем так, партия. Панели еще не закреплены. Мы их пока что разложили. На данный момент уже готов фундамент. Это винтовые сваи от 2,5 до 3 метров. На них установлена нижняя обвязка здания. В каких-то местах это сдвоенная, а в каких-то стройная балка 195 на 45 сечением. И этот материал импрегнированный, что дает защиту от влаги. Как вы видите, у данного дома необходимо использовать такой тип панели, который мы не применяем в домах с монолитным фундаментом. Панель пола должна давать надежную защиту от влаги, от холода и, очень важно, от грызунов и насекомых, которые могут проникнуть в дом снизу, с земли. Для этих целей мы устанавливаем сетку от насекомых. Металлическая сетка защищает также от грызунов. Далее вы видите зеленый материал, он называется дурелис. Это ветро- и влагозащита. Снизу дурелис проклеен специальными защитными лентами. Далее мы видим сам каркас панели пола. Сюда будет закладываться утеплитель, порядка 200 мм. И наверх будет устанавливаться второй каркас. В него уже будет заложено 50 мм утепления. Суммарно будет 250 мм утеплителя. Будут выставлены направляющие поверх этой панели, и уже к ней будут крепиться стены, далее крыша, внутренние стены и все другие необходимые элементы, такие как колонны, перемычки и так далее. Сегодня 16 января, 6 и 7 числа этого месяца мы привезли панели и детали сюда на объект, на участок. И сегодня идет 8-й день строительства. На данный момент уже собраны все панели, вместе собраны конструкции крыши, ведется работа внутри помещений, собираются какие-то конструкции внутри кровли. Один из последних шагов — это установлена пленка, обрешетка на крышу, и вот уже скоро приедет металл, покрытие металла. И на заводе сейчас подготавливается вагонка, она красится, обрабатывается специальными составами, и уже совсем скоро вагонка также приедет и займет свое место на фасадах. Также ведутся завершающие работы по фасадам, подготовительные. В некоторых местах устанавливается обрешетка, проклеивается пленка.
Обращаю внимание, что пленка проклеивается и внутри, это пароизоляции, снаружи мембрана, хорошими дорогими лентами. В некоторых местах идет обвязка, да, дополнительная. И совсем скоро мы уже приступим к внутренним отделочным работам. Еще буквально несколько дней. Таким образом, получается, что примерно за 15 дней дом будет готов полностью снаружи. Данный дом имеет по фундаменту 48 квадратных метров. При этом достаточно много из этой площади используется для жилых целей, порядка 40 квадратных метров. В доме у нас 3 комнаты, а также есть необитаемый чердак с жестким покрытием пола, который можно использовать для хранения бытовых хозяйственных предметов. Облицовка фасада здания данного загородного дома выполнена в классическом скандинавском стиле. Вагонка обработана с обоих сторон импрегнантами и покрыта защитной краской немецкого производителя Remers. Данный фасад является вентилируемым. Наши клиенты обратились к нам, имея несколько эскизных чертежей и идей того, каким они хотели бы видеть свой дом. В данном случае достаточно конкретные были пожелания относительно размеров комнат, относительно их количества и того, как внешне должен был бы выглядеть этот дом. Наш архитектурный отдел в течение нескольких недель все это преобразовал и согласовал окончательный вариант проекта с заказчиками, и мы подготовили все необходимые технические документы для производства. Остаются финальные шаги во внутренней отделке. Буквально несколько моментов ждут своего завершения, например, наличники на дверях, ну а в целом внутренние работы, как и внешние, по данному дому завершены. Отделка достаточно простая, в то же время практично, стильно. Мы находимся в одной из 2 спален этого дома. Каждая из спален имеет по 2 окна. Окна оборудованы антивандальными жалюзями. И также хотелось бы обратить ваше внимание на систему вентилирования. Это воздушные клапана с регулятором уровня поступления воздуха. Таким образом мы обеспечиваем приток достаточного минимального количества воздуха без шума и пыли с улицы. Доступ на необитаемый чердак мы можем получить с помощью раскладной лестницы и вот такого вот ключа. Несколько нехитрых движений. И лестница раскладывается.